Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео уделим внимание беспорядку в доме. Поговорим о том, как беспорядок в доме притягивает негатив, притягивает проблемы, неприятности, а также притягивает в вашу жизнь все самое худшее. Поэтому обязательно разберитесь, почему же у вас в доме беспорядок. Далее мы с вами об этом более детально поговорим. Вы знаете, беспорядок может быть в любом доме, но обращаю ваше внимание, где-то это явление временное, а кто-то так живет всю жизнь. И вы знаете, вот тот, кто живет вот так всю свою жизнь в беспорядке, это оказывает достаточно сильное влияние на жизнь человека, на всю семью, и это влияет и на здоровье, и на финансовое благополучие, и даже на отношения с людьми. Порядок или беспорядок в вашем доме напрямую связан с тем, что творится у вас в душе, с вашими эмоциями, с вашими желаниями, с вашими мыслями, проблемами, надеждами и целями. Если вы хотите каких-то действительно положительных, кардинальных изменений в своей жизни, то вам прежде всего нужно навести порядок в собственной голове, а только потом в доме. Почему? Потому что все в нашей жизни взаимосвязано. Все сначала происходит на уровне мысли, формы. Если у вас в голове хаос, вы не знаете, что вы хотите, как вы хотите, к чему вы хотите добиться, стремиться и так далее, то, к сожалению, просто наведя порядок в доме, через полчаса у вас опять будет беспорядок. И так будет продолжаться по кругу. Обращаем ваше внимание. Но обращаем ваше также внимание на то, что ваш захламленный дом или ваша квартира, это говорит о том, что в вашей жизни уйма нерешенных проблем. Работа не в радость, рядом находятся люди, которые мало интересны вам, которые они вам не интересны. Также это связано с постоянной нехваткой денег, у вас постоянно какие-то долги, и то, о чем вы мечтаете, но никак не наступает. А знаете, что это следствие беспорядка, который вас окружает в вашей жизни. И беспорядок можно объяснить и тем, что вы как бы пытаетесь остановить время, зарываясь головой в ненужные вещи, отношения и ситуации, вы боитесь впустить в свою жизнь что-то новое, ведь необходимо приложить немало усилий к тому, чтобы избавиться от всего ненужного. И, конечно же, для этого придется затратить не только много личного времени, но и сил, энергии. Поэтому как бы проще ничего не делать, и вы все больше погружаете в хаос, беспорядка и негатива. Что же такое беспорядок в доме? Это и грязная немытая посуда, и разбросанные вещи, где попало. Это немытый пол в вашем доме, это окна, через которые не проглядывает солнышко, это и мусор от оберток, и все это беспорядок в доме. Конечно же, идеального порядка в доме не может быть. Хотя хотим сказать о том, что есть люди, которые чуть ли не каждые полчаса бегают с тряпочкой, все протирают, складывают, перебирают и так далее, и так далее. Но здесь уже другая причина вот такой вот ситуации. А мы с вами говорим о беспорядке. Итак, самыми распространенными причинами бардака в вашем доме является: первое – это протест против той или иной ситуации, которая создалась в вашей жизни. Вы принимаете и воспринимаете уборку своего дома как подчинение, потому что в детстве ваши родители хотели вас воспитать очень аккуратным человеком, и тем самым заставляли вас убирать свою комнату и расставлять вещи по своим местам. Вспомните, у многих родители требовали это, чтобы было все в порядке. И, к сожалению, когда дети маленькие, они не могут это сделать по разным причинам. И это уже переросло в вашу взрослую жизнь. Родители оставили в своем доме, а вы пошли дальше. Но вот эта ситуация у вас до сих пор в вашей взрослой жизни, она повторяется.
Далее, безответственность. Это когда вы по натуре своей неряшливы, убирать вам не хочется, и вы свои обязанности стараетесь переложить на плечи других, например, членов семьи. Также беспорядок может отражать и психологические проблемы, когда вы демонстрируете свою беззащитность и ожидаете помощи от других людей. Также это бывает и усталость. Это бывает тогда, когда человек действительно устает от работы, а придя домой уже ничего не хочется и делать. Но когда вы устаете, и вы приходите как выжатый лимон, вы должны в какой-то момент сами себе задать вопрос, а правильно ли вы живете в этой жизни? Почему? Потому что когда вы приходите усталыми, когда вы приходите разбитыми, вы должны понимать и то, что в один момент здесь уже другие возникают причины, возникают другие проблемы, потому что в один момент у вас произойдет срыв, у вас начнутся проблемы со здоровьем и так далее, и так далее. А вы должны приходить в свой дом и радоваться. Под недаром говорят, что дом – это крепость. Но чаще всего беспорядок указывает на то, что человек ленив, создавая вокруг себя хаос из вещей, из пыли, грязи. Вы тем самым своими руками нарушаете энергетику дома. Вы закрываете каналы притока светлой денежной энергии. Вследствие этого зарождается темная энергетика, которая давит на вас не только днем, но и ночью. Вам хочется побыстрее покинуть ваш дом. Вам не хочется в него возвращаться, и вы впадаете в депрессию. Беспорядок в доме влияет не только на ваше физическое и психологическое состояние, но и на отношения уже с окружающими вас людьми, на ваше финансовое благополучие. Беспорядок в каждой части дома влияет и на прилив конкретной энергии. Давайте вместе с вами разберем. Вы знаете прекрасно, что через прихожую в наш дом или нашу квартиру поступает благополучие и удача извне. И это основной путь поступления положительной энергетики и денежных потоков. И если у вас прихожая заложена различными вещами, предметами, велосипедом, который, возможно, можно вынести в гараж или в сарай, который недалеко, то это все создает конфликтные ситуации для жильцов этой квартиры или дома. И возникает потребность в деньгах, появляются долгосрочные долги. Поэтому вам нужно прихожую освободить от хлама разного вида, а также сезонной одежды и обуви, потому что именно эта зона в вашем доме, в вашей квартире должна быть максимально свободной и чистой, чтобы ничего не преграждало путь светлой энергии. Она должна свободно входить в ваш дом. Обращаем на это ваше особое внимание. Вы должны себя научить о том, что у нас с вами лето, значит, у вас в прихожей должна находиться летняя обувь. Наступает осень, значит, мы летнюю обувь моем, сушим, обязательно показываем солнышку. После этого вытаскиваем из ящиков, с коробок осеннюю обувь. Приходит зима, значит, осеннюю обувь мы моем, сушим, складываем, достаем зимнюю обувь. И так по кругу. Тоже касается и зимней одежды, тоже касается и дамских сумок. Очень часто заходишь в прихожую и видишь прямо навал этих сумок. Но дело в том, что если ты заходишь и видишь, что вроде как и мебель дорогая, но почему такой хаос и беспорядок? И это очень печально. Этого никогда не должно быть. Кроме того, если вы любительница, чтобы у вас было много вещей, много было сумок, то попросите вашего проектировщика мебели, чтобы он для вас подготовил как можно больше всевозможных полочек, гачков, крючков и так далее, и так далее. И это будет намного удобнее, потому что некоторые люди, их это раздражает, беспорядок, и они такие оставляют. И самое интересное, когда приходят
ним кто-либо в гости, говорит: ой, извини, не успела убрать, ой, нету времени. Через полгода приходишь, та же самая картина. Поэтому, чтобы такого не было, подумайте. Или начинайте себя мотивировать. Сейчас много различных магазинов и в интернете, и в офлайне открывается, где вы можете приобрести всевозможные коробочки, красивые шкафчики, благодаря которым вы можете это все раскладывать. Да, нужна мотивация, да, нужно не лентяйничать, но все это возможно. Далее поговорим о гостиной. Если у вас в гостиной уют и чистота, то знайте, что это привлекает в ваш дом людей с положительной энергетикой, а также между членами семьи устанавливаются хорошие отношения и взаимопонимание. Ее не нужно заставлять мебель, она должна хорошо освещаться и создавать комфортное настроение. Вы должны понимать и то, что гостиная – это то место в вашем доме или в вашей квартире, где вся собирается семья, посмотреть телевизор, обсудить какие-то события, новости. Также это то место, где приходят в гости кто-либо, вы угощаете. Поэтому очень часто, особенно в советское время, почему-то именно в гостиную пытались все впихнуть, все, что можно и не можно, начиная от пуфика, заканчивая книгами и так далее, и так далее. Нет, у вас должна быть гостиная светлая и просторная. Если на данном этапе у вас этого нет, по разным причинам, подумайте об этом. Далее уделим внимание кухне. Девочки и мальчики, запомните раз и навсегда, что за денежную энергию, за изобилие, за достаток, за благополучие отвечает кухня. И кухня, как бы вы ни думали, это самое важное место в доме. Денежные потоки в дом откроются только тогда, когда в этой зоне будет идеальный порядок. Да, именно идеальный порядок. Посуда всегда должна быть чистой, целой, техника всегда должна быть в рабочем состоянии. И если, не дай бог, из вашего крана на кухне течет вода, так и знайте, что деньги просто вытекают из вашего дома. И в шкафах ни в коем случае не должно быть ничего лишнего. И тогда в семье никогда не будет финансового кризиса, если у вас на кухне порядок. Многие люди не догадываются об этом и на кухню смотрят так вот, знаете, потом уберу, потом помою. Или бывает так очень часто, особенно сейчас в современном мире, что многие ходят в кафешки, в рестораны, и дома как таково не питаются. Но пьют чай, кофе, да, друзья приходят, что только. Но вы должны понимать и то, что вам все равно на кухне нужно время от времени наводить порядок, потому что появляется пыль, какая-то грязь. Кроме того, застаиваются энергии, а это самое печальное и ужасно, когда застаиваются энергии, потому что сначала застаиваются энергии, а потом это притягивает определенный негатив, определенные проблемы и ситуации в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание о том, какой порядок в вашей ванной комнате, такое настроение и внутренний мир хозяйки дома. Обратите на это внимание. Если ваша ванна чистая, или душевая чистая, то значит, что женщина своей жизнью довольна. Она ценит себя, а также она самодостаточна. Если у вас в ванной комнате беспорядок, то знайте, что женское счастье может пройти мимо. Если вы хотите избавиться от неуверенности в себе, навести порядок в личной жизни, то начинайте это делать с уборки именно в ванной комнате. Также обращаем ваше внимание, никогда ванную комнату не загромождайте бутылочками, баночками разного рода. Очень часто бывает так, что девушка покупает или дама покупает какие-то бутылочки с шампуньками, с гелями для душа, какими-то масочками, какими-то примочками, и она не подходит. И человек оставляет, может быть, потом когда-то мне пригодится. Так не должно быть в вашей жизни. Не подошло, не понравилось, раздражает, избавляйтесь. И на это место обязательно придет что-то новое.
Также обращаем ваше внимание, что необходимо убирать и туалет, так как здесь большое скопление негатива. Вы никогда не избавитесь в доме от ссор, от обид, тревог, если ваш туалет не будет блистать чистотой. Потому что чистота – это залог вашего физического и душевного спокойствия. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, избавляйтесь от всего того, что может принести вам вред. А положительная, созидательная энергетика только там, где уютно и чисто, где ничего ее не тормозит и не мешает проникновению в дом. Обращайте внимание и старайтесь соблюдать дом в чистоте. Конечно же, в какой-то степени это сложно по разным причинам, но помните о том, что только зависит все от вас. Вы создатель и творец своей жизни, своей вселенной, своего мира. Если у вас в доме бардак, беспорядок, воняет, плесень и так далее, знайте, это вы довели сами, к сожалению, своими руками, своими мыслями. А если у вас члены семьи неряшливые, учитесь, разговаривайте, чтобы в вашем доме всегда было только цвело все и пахло. Девочки, мальчики, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на канал Эзотерика для тебя, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.